Всем большой-большой привет! Приветствую вас на моем канале. И сегодня перед вами очередное мое видео, и оно будет посвящено Пасхе. Я сегодня хочу вам показать одну очень простую идею, которую можно использовать для декорирования вашего пасхального праздничного стола. В частности, это будет работа не с яйцами, а с тем предметом, на который эти яйца можно будет установить. Вот я специально купила десяток яиц заранее. Яйца эти С0, то есть крупненькие. Вот специально такие купила. И сегодня я хочу сделать при помощи вот этих вот труб. А трубы эти, вот такие они у меня разные. Это как какие-то остатки от бумаги. Вот в частности, здесь была накручена бумага, калька, по-моему, или миллилитровка, не помню. Это какая-то была еще картинка накручена. Но это они разные. Я такие штуки обычно не выбрасываю. Но это вот имеется в виду втулки. Вот втулки в данном случае от малярной ленты большие мне не подойдут. А вот эти мне подойдут. Они маленькие и подойдут вот для чего. Смотрите, мне нужен будет диаметр этой трубки и диаметр такой, чтобы у меня яйцо туда не проскакивало. То есть вот такая мне нужна трубка. Потому что я достала все трубки, какие есть большие, и видите, что получается, проскакивает. Эта вот трубка не подойдет, значит. То есть я могу использовать что-то поменьше. Поэтому яйца крупные, вот еще из-за этого крупные взяла. Приступаю к работе. Идею саму я подсмотрела в Пинтересте, мне она очень понравилась. Однако я сделаю кое-что там совсем по-другому, и будет еще интереснее, чем вот в той идее показано. Для начала мне нужно будет распилить вот этот вот кусок трубы, вот труба картонная, разумеется, не пластиковая, на несколько частей. Части примерно одинакового размера, но, кстати, можно и разного. И пилить я буду... Вот ножом я попробую, он практически такую толщину не берет, но очень плохо. Можно такой пилкой, можно пилкой подобной, либо взять электрический лобзик и лобзиком это все напилить. Вот сейчас лобзиком я и распилю эту трубу на части. И из этой маленькой тоже. Пускай будут разные. Это, придаст просто композиции дополнительную такую интересность, этажность, скажем так. Конечно, современная техника и, в частности, лобзик творит чудеса. И вот буквально за 5-10 минут я напилила вот такие вот колесики. Как видите, пилка у меня была не очень качественная, потому что узенькая пилка, которой я пилю фанеру, она у меня не прошла по высоте вот этой вот втулочки. Не хватило пилочки, точнее. Пришлось пилить более такой, по дереву, которое вот раздербанивает немножко. Но ничего страшного. После вот этого, значит, нужно взять обыкновенную шкурку, какую-то мелкую, и вот этой шкуркой просто краешки вот так вот обработать. Это картон, поэтому здесь никаких проблем с обработкой нет. Вот таким образом все это отшкуривается. Вот я одну уже сделала. Вот так это все ровненько получилось. Я в итоге напилила кружочки сантиметров 3 высотой, вот часть вот эту, вот, и остальные напилила 4 высотой. То есть, в принципе, это нормально. Мы будем в них устанавливать яйца, и поэтому тут нужна чисто подставка, вот так. А высота как бы не имеет значения, чтобы просто было красиво. Какая-то композиция должна получиться. То есть вам главное найти нужный диаметр вот этих вот трубочек. Кстати, смотрите, что я еще вспомнила. Трубочки можно взять из-под туалетной бумаги. Тоже подойдет. Но единственное, что там надо склеить из двух, наверное, чтобы потолще стенка была. Либо просто эту трубочку от туалетной бумаги обклеить картоном с внешней стороны, чтобы именно было поплотнее. Если такой трубочки, допустим, нет у вас, можно из этого сделать. Очень хорошо пилятся картонные трубочки при помощи вот такой обычной пилочки. И надо взять, конечно, стусла, чтобы все это было ровно. И вот смотрите, пилится прекрасно. Вот, ровный спил получается, и ровная получается сама вот эта вот втулочка. Я почистила все трубочки шкуркой. Вот такое количество картонных втулок у меня получилось. Значит, смотрите, дальше я буду клеить их на круг.
круг буду вырезать из картона, и вот диаметр этого круга нужно будет примерно рассчитать. То есть он зависеть будет от количества трубочек, которые я буду использовать. Но здесь у меня, честно говоря, многовато получилось. Но я посмотрю сейчас, как пойдет. Я распилила просто всю эту трубку, и вот такое количество большое получилось. Вы смотрите сами, то есть сколько вам трубочек этих сделать. Можно вообще около 10 сделать, то есть вот на лоток яиц 10 трубочек вам хватит. Только вот такой момент учтите при расчете размера круга. Смотрите, яйца у нас стоят вот так. То есть у яйца есть какой-то объем, соответственно, и надо клеить вот эти трубочки будет так, на этот вот картонный круг, чтобы яйца не соприкасались друг с другом. Вот я про это имею в виду. На каком-то расстоянии надо будет клеить, чтобы вот такого не было. А если вы приклеите вообще вплотную, то яйцо не поместится. Вот это надо все учесть при составлении круга. Но круг лучше сделать, конечно, побольше. И круг я буду делать из обычного гофрированного картона и буду склеивать из нескольких слоев. Сейчас посмотрю, какой у меня картон есть в наличии от коробок. И слоя 3-4 я буду клеить. Клеить их буду, соответственно, поперек, то есть в шахматном порядке, чтобы располагались вот эти вот полосочки картона самого, чтобы просто на излом круг не пошел. Вот сейчас я этим кругом и займусь. Я вырезала из картона гофрированного 4 кружочка. И сейчас просто склею их между собой клеем ПВА. При этом вот эти вот полоски, вот здесь вот хорошо видно, буду чередовать. То есть в шахматном порядке, чтобы все это было. Так будет прочнее держаться. И вот этот вот диск весь целиком не поведет. После того, как смажу клеем каждый слой, положу под пресс. И до полного высыхания все это оставлю. Смотрите, чтобы у вас вот эта верхняя часть была более-менее ровная, потому что это будет лицевая сторона у нас. Картонка у меня полностью высохла. В итоге я склеила 4 слоя картона гофрированного, но сверху положила кусочек такой получше качества, чтобы просто не проступали вот эти вот полоски. Значит, смотрите, что я дальше сделала. По краю вот этого бортика я обыкновенной шкуркой, наждачкой, просто немножко пошкрябала, то есть, ну, скруглила вот эти вот края и опять же выровняла там, где у меня немножко было неровно склеено. Вот такой получился круг. Теперь моя задача следующая. Нужно приклеить на этот круг вот эти самые все втулки. Значит, смотрите, какая задумка. У меня в центре круга вот этого будет стоять картинка. Картинку позже покажу. То есть, ну вот я пока просто возьму лист бумаги вместо картинки. Значит, мне нужно его будет вокруг обставить или обклеить вот этими кругляшками. Значит, давайте попробуем поставить, что получится. Опять же, смотрите, эти кругляшки будут картинку также придерживать. И потом будут вокруг нее установлены вот эти вот круглые втулки. У меня они разного размера, разной высоты. Соответственно, я буду, ну, наверное, вот как-то так и клеить. То есть к центру повыше, с боков поменьше. Здесь у меня только 3 влезает. 4-я, в принципе, может влезть, но тогда будет очень плотно стоять друг дружку яйца и, ну, не очень хорошо получается. И, соответственно, на этой стороне у меня будет то же самое. То есть сейчас при помощи клея ПВА я вот эти стороны смажу и приклею к этой вот картонной
к этому картонному кругу, к этому основанию. Вот таким образом. Желательно все это поровнее. Значит, здесь между вот этими кругами, вернее, между вот этими втулками, которые в центре, нужно обязательно оставить небольшое такое отверстие, примерно в 2-3 миллиметра. То есть это будет толщина моей картинки, чтобы она потом туда спокойно влезла. То есть обязательно, когда я буду клеить, у меня что-то здесь будет стоять, тем самым создавая мне заранее заданный размер, толщину вот этого листочка, чтобы потом у меня все нормально встало. У меня частично высохла конструкция, то есть ее можно, в принципе, уже двигать, но еще не до конца, правда. Сейчас я хочу сделать оклейку вот этого бортика. Я нашла у себя вот такую вот тесемочку. В принципе, можно сделать из молдов. Если у вас есть молды соответствующего размера и вида, можно из них. Ну вот можно сделать просто тесемочку такую, приклеить. Будет тоже нормально. Она у меня чуть-чуть уже, чем хотелось бы, конечно. Но, в принципе, я все равно все это потом буду красить, и будет ничего не видно. То есть вот так сейчас я ее просто на клей ПВА приклею по кругу. Все это потом я буду красить, еще раз повторюсь. Вот, поэтому тут главное, чтобы приклеилось более-менее ровно. И эта тесемка создаст мне вот именно такой орнаментальный объем, если можно так сказать. Будет красивый просто краешек. Опять же, закроются вот эти вот дырочки, которые есть у картона. Если нет тесемки, можно спокойно приклеить какую-то ленточку, либо ленточку сделать из бумаги и просто приклеить такой бортик. Тоже закроется эта вся вот эта вот некрасивая дырчатость, и будет все хорошо. То есть вариантов здесь несколько, конечно. Пока у меня сохнет основная конструкция, я займусь картинкой. И вот что будет основой в моей конструкции и самая интересная деталь. Будет у меня курочка расположена в центре, она будет стоять вместо той картонки, которую я сейчас проложила. И курочка, видите, я распечатала две картинки, она двухсторонняя будет. То есть я буду склеивать ее друг с другом, и между вот этими картинками проклею тонкий лист картона. У меня картон, к сожалению, только гофрированный, но просто его будет проще вырезать, потому что здесь есть мелкие детальки, которые надо хорошо вырезать, а из пивного картона вырезать практически нереально такие мелкие. И сейчас я приклею эту картинку на него с одной стороны, со второй буду клеить тогда, когда вырежу по контуру, и чтобы понятно было, куда клеить вторую сторону. Я ее буду раскрашивать. То есть, смотрите, как вариант можно взять готовую раскрашенную курочку, цветную сразу, и также точно сделать. Но я буду ее раскрашивать красками, поэтому я распечатала просто белую. И здесь не будет сильно много цветов, просто красится очень просто, поэтому я захотела сделать так. Распечатку я сделала на фотобумаге, но здесь можно сделать на обыкновенной бумаге, разумеется, потому что она черно-белая обычная.
Моя наклеенная курочка высохла. Значит, сейчас я буду это все вырезать. Вырезать буду вот по контуру, стараясь близко к контуру. Но вот здесь тяжело, конечно. Но здесь потом краской красной будем красить и закрасим вот эти все неровности, если получится. И вот я также буду вырезать и вторую курочку, тоже по контуру. То есть эту картинку я вырезаю в бумажном варианте, а эту картинку на картонке. И потом я буду склеивать уже их между собой. Также хочу вам напомнить мою прошлогоднюю работу. Я делала вот такую деревянную корзиночку, декорировала. И к ней были всякие такие вот игрушечки. Игрушечки покупались также в виде конструктора и просто раскрашивались. К чему я это показала вам сейчас? Вот смотрите, у меня здесь курочка. Вот как раз типа этой курочки я и хочу раскрасить новую курочку. То есть не так все это сложно. И, соответственно, эта курочка очень похожа. Видите, она такая же. Ну и как-то так я ее буду раскрашивать. Моя подставка под яйца высохла. Все хорошо просохло за ночь. Теперь смотрите, какое дальше у меня решение. Я буду все это дело раскрашивать. Раскрашивать все полностью целиком. И внутри, и снаружи. И вот эту вот подставку, и ленту, и все целиком полностью. Но тут надо вот подумать, каким цветом, потому что можно покрасить как бы несколькими вариантами. Можно покрасить белым, тогда белая курочка встает и сливается, ну, если она у вас белая. Если коричневая курочка, то, наверное, будет нормально. Но тут надо еще учитывать цвет ваших яиц, которые потом у вас здесь будут стоять. Если вы будете красить яйца шелухой луковой, они будут коричневые. Соответственно, подставку лучше покрасить либо тогда в белый цвет, либо в зеленый. Вот как у меня здесь покрашено. Такой цвет весенней травки. Также можно покрасить коричневым все вот это хозяйство, если у вас какие-то будут светлые яйца. Я вырезала курочку, которая была на бумаге по контуру, и вырезала ту, которая приклеена была на картон. Но здесь, конечно, тяжелее вырезать, потому что картон все-таки толстоват. И здесь есть мелкие детальки, но тем не менее получилось вроде ничего. Впоследствии я все это закрашу, все эти вот дырочки, отверстия и так далее. Все, теперь нужно будет склеить две вот эти детали между собой, и вроде как у меня все хорошо совпадает. Ну, практически ровно все. Просто сейчас наклеиваю и высушиваю. Вот такая у меня получилась подставка. Я вчера это все покрасила. Прям, как видите, покрасила целиком. И с вот этой вот тканевой каемочкой. И здесь покрасила, и здесь покрасила. Здесь, в принципе, можно какие-то еще ножки сделать. Ножки можно сделать из деревянных бусин. Но не знаю, надо это, не надо. Как-то и без них нормально вроде смотрится. Вот, смотрите. И дальше что? Вот с этой уже подставкой, в принципе, все. То есть ее дальше можно уже декорировать. Декорировать я хочу вот такой травкой-соломкой. Сейчас я вам ее покажу. У меня есть такие с прошлого года 2 пакетика разноцветных. Вот как раз подойдет. Но я еще не доделала курочку. Сейчас я буду курочку раскрашивать. Вот такая классная она получилась, двухсторонняя. Вот, и она будет вставляться у меня вот сюда. Вот, собственно говоря, для чего я и говорила. Нужно приклеивать и оставлять. Ну, я сейчас одной рукой, сложно мне вставить, сейчас боюсь поломать ее. Вот так она будет сюда вставляться. Вот такая будет общая картина. И смотрите, что я вчера еще купила на Вайлдберрис. Заказала на пробу вот такие вот нарциссики.
Вообще очень люблю нарциссики, но эти какие-то микроскопические. Я брала для венка. У меня на улице каждый год висят на двери венки. Вот как раз хочу сделать новый, потому что старые куда-то у меня деваются вечно. Либо я кому-то подарю, либо я куда-то отвезу, либо что-то еще. Короче, вот попробую. И вот этими, кстати, смотрите, нарциссиками, они вот с такими вот тройничками представлены. Видите, такая вот, можно снять. И спокойно здесь можно как-то украсить. Вот что я и хочу сделать. Но сначала я буду раскрашивать курочку. То есть сейчас я по контуру, вот по этому вот торцу пройдусь черной краской, чтобы, ну, закрасить вот этот вот слой. Если пивной картон, то как бы проще. У меня вот с дырочками, ну, придется закрашивать его. Но ничего страшного. Ну что, все элементы моей конструкции готовы? Ну, давайте соберем, посмотрим, что получилось. По-моему, получилось здорово. Так, значит, она у нас вставляется вот сюда, между цилиндрами. Клеить ничего не нужно, просто потом ее можно будет разобрать и убрать. Так она будет места меньше занимать, опять же. Вот так она смотрится. Ну, мне очень нравится, кстати. Так, и теперь ставлю пока вот эти яйца, которые у меня не крашеные, белые. К Пасхе все это покрашу, разумеется. Каким буду цветом красить, пока не знаю. Ну, посмотрим уже по ситуации. И вот так все это будет расставляться. Так, у меня здесь сейчас, наверное, не хватит. Ну да, не хватит, конечно, потому что здесь больше ячеек. Ну, вот как-то так это все будет выглядеть. Вот такая получается тарелочка. И можно добавить, вот как я показывала вам, цветочки из вот этого букета. Ну, как-то тут немножечко добавить, будет красиво. Тут тоже не перестараться, главное. Зеленушки пока нет никакой. Я потом посмотрю, может быть, какие-то зелененькие там, ну, это перебор. Какие-то зелененькие веточки сюда добавить. Либо как вот можно прорастить ту же пшеницу в каких-то маленьких либо горшочках, либо, знаете, вот иногда бьют яйца, ну, довольно-таки аккуратно, чтобы осталась скорлупа, нижняя часть. В нее можно посеять заранее пшеницу, либо овес. Вот. И, ну, недели за 2 рекомендую, не меньше, не успеет иначе вырасти. И потом просто поставить какие-то вот ячеечки сюда, вот эту вот пророщенную пшеницу. Будет очень смотреться здорово. Вот такая интересная у меня получилась сегодня вещь. Это курочка вот как раз... С нее я срисовывала практически. Вот. Надеюсь, вам все понятно, все понравилось. И вы сможете к Пасхе сделать вот такую красивую тарелочку, композицию, как, не знаю, подставочку под яйца. Ее можно убирать каждый год. То есть вот курочка вынимается и спокойно все это укладывается в какую-то коробочку. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Все, до новых встреч. Всем пока.